Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем, кто устроился поудобнее, наши подписчики, пожалуйста, рекомендуйте наше видео своим друзьям и знакомым. В нашем видео появилась новая рубрика. Это второе видео, которому будет размещено в плейлисте «Ноябрь». И задача этого плейлиста – смотивировать вас к тому, чтобы вы уже следующий год планировали с учетом приоритетов на ваши задачи. И название сегодняшнего видео – это «Отказ от мультитаскинга», то есть отказ от мультизадачности. Давайте сейчас разберем тему мультизадачности. Когда она возникает, в какой сфере преобладает и как колесо жизненного баланса смотрит на мультизадачность, об этом мы во всем будем разбираться в этом видео. Видео это на 80% будет посвящено женщинам. Почему? Потому что женщины больше всего стремятся к мультизадачности, женщины больше всего любят принцип «я все сама». И давайте разберем термин мультизадачности или мультитаскинга. В сфере карьера и бизнес женщины предпочитают все задачи выполнять в режиме какой-то случайной последовательности. На это есть несколько причин. Одна из причин заключается в том, что принцип «я сама», он доминирует. Это желание, с одной стороны, получить новый опыт, это желание держать себя в очень высоком тонусе. Да, в краткосрочной перспективе это дает очень высокую производительность, но если у вас каждый день накапливается много задач, которые вы не выполнены, безусловно, это будет вас расстраивать. Возвращаемся к теме планирования. Нужно ли при планировании использовать такое явление, как мультизадачность или мультитаскинг? Для женщин я рекомендую сосредоточиться при планировании на 4 сферах. Эти сферы будут вам дарить внимание себе, своему отдыху, своему внутреннему состоянию, и таким образом вы будете накапливать энергию и физические силы для того, чтобы все время быть в радостном, хорошем настроении, потому что от радостного и хорошего настроения очень сильно зависит атмосфера в семье. Для того, чтобы планирование было таким, что все будет реализовано, мы планирование на следующий год рекомендуем делать в 2 этапа. Сначала мы планируем яркость жизни, духовный рост, творчество, личностный рост, здоровье и спорт. В этих сферах все время посвящено вам, и таким вот образом, если эти сферы не проваливать, то есть уделять им достаточное время, не по остаточному принципу, тогда у вас все будет складываться, то есть задачу одну, которую вы поставили в каждой сфере, она будет выполнена. Используем ли мы при планировании дневник или какое-то другое подручное средство? В предыдущем видео я уже разбирал. Дневник мы или тетрадь используем для того, чтобы записывать туда идеи, размышления, какие-то инсайты, советы от друзей, знакомых, экспертов, что-то интересное увидели, прочитали, записали. Можно всегда вернуться к размышлениям, понимать, нужно вам это или не нужно, нужно это вам в этом году или в следующем. Все это для вас полезная информация. А электронный календарь, пожалуйста, используйте для того, чтобы, уже планировать какие-то конкретные действия. Таким образом, у нас на бумаге остаются размышления, какая-то хронография размышлений. Тем, кто использует ежедневник, пожалуйста, напишите, какой торговой маркой вы пользуетесь, какую торговую марку рекомендуете, как цвет ежедневника влияет на ваши внутренние ощущения и какого цвета обложку ежедневника вы бы выбрали, если бы у вас был выбрать любой цвет. Я продолжаю. Итак,
Для чего нужно вести ежедневник, блокнот, еженедельник и делать записи? Это нужно для того, чтобы не держать задачи в голове, и поэтому, чтобы эти задачи не давали вам чувство беспокойства, их проще записать на бумагу с одной лишь единственной целью, чтобы это не вызывало у вас лишнее беспокойство. Таким образом, записав что-то на бумаге, записав что-то в ежедневнике, мы избавляемся от схемы мультитаскинга. И очень есть большой соблазн при планировании написать себе очень много-много идей. Всегда при планировании ставьте одну задачу, а идеи разбрасывайте, сколько вам необходимо. Ну вот пример в яркости жизни. Вы планируете свой отпуск. Отпуск может быть где-то в Европе, отпуск может быть где-то на берегу моря. Пожалуйста, планируйте отпуск таким образом, чтобы он не превращался в режим очень насыщенной, бурной деятельности в течение дня. Пускай это будет 1 неделя расслабляющего отдыха, когда вы просто набираете сил, а 2 неделя уже будет насыщена какими-то культурными событиями. Этот вариант является очень легко и исполнимым, но если мы это будем ставить как задачу, мы просто пишем «хочу отдых на берегу моря», следующая подзадача «ищу путевку», и третья подзадача «сколько брать путевок, ехать одной или одному, либо этот отдых попробовать провести вместе с семьей или с друзьями, знакомыми». Вот такой вот простой способ планирования помогает вам в блокноте разобрать все за и против отдыха одному или вдвоем, или совместно с семьей. Кстати, напишите, в каких случаях вы предпочитаете отдыхать одной или одному, и в каких случаях отдых вместе для вас это было очень яркое событие, когда вы отдохнули, набрались сил. Разбираем следующую сферу: духовный рост и творчество. Как здесь избавиться от мультизадачности, как избавиться от желания сделать еще больше. Давайте вернемся к миссии духовного роста и творчества. Это ваши духовные ценности, которые являются для вас источником силы, и благодаря чему вы как бы понимаете, вот это вот я делаю, потому что это соответствует моим духовным ценностям, моим ценностям, которые мне заложили родители. Это для меня комфортно, удобно. И вот ответы на такие простые вопросы дают вам возможность планировать то, что вам нравится. И если мы затрагиваем как бы тему хобби, обязательно пробуйте 1 раз в 10 лет новое хобби. Это всегда интересно, это всегда новые единомышленники, и это всегда понимание того, что хотите вы этим хобби заниматься периодически или заниматься этим хобби регулярно. Итак, зачем еще нужно делать записи в блокноте? Это для того, чтобы анализировать итоги дня и делать выводы. Вот в сфере духовный рост и творчество, если у вас в хобби уделено время примерно 1 день в неделю, вы можете подвести итоги, что вы сделали, какую эмоцию пережили, восстановились вы, то есть является ли для вас хобби это просто переключением, восстановлением ваших сил, возможностью поразмыслить над какими-то вечными вопросами, которые вас волнуют, попробовать еще раз вернуться к своему предназначению, то есть правильно ли вы живете, по тому пути идете, с теми людьми идете, чтобы эти размышления не были болезненными и длительными, все это можно легко записать на бумаге и поставить себе одну цель. То есть миссия духовного роста и творчества – это ваше сбалансированное состояние, когда у вас тело находится в хорошей физической форме и в голове есть порядок. Почему? Потому что вы не испытываете, как правило, беспокойства, если для вас ваши духовные ценности являются в приоритете. Разбираем следующую сферу – это сфера личностного роста.
Здесь избавление от мультитаскинга или от многозадачности, оно очень простое. Мы планируем обучение примерно 1 раз в квартал. За год у вас максимум может быть 3 обучения, и эти 3 обучения, они не перегружают вас от слова совсем. Это случай, когда вы не меняете свое место работы, вам не нужно переучиваться, то есть в вашей жизни не происходят какие-то кардинальные карьерные изменения. Следующая сфера – здоровье и спорт. Здесь важно придерживаться 2 моментов. С одной стороны, нужно довериться опыту тренера и следовать его расписанию, графику тренировок, попробовать вместе с тренером совместно вести дневник тренировок. С одной стороны, мы решаем задачу, анализируем день, как прошла тренировка, с каким состоянием вы зашли в тренировку, какое состояние ваше эмоциональное после тренировки. Ваши размышления, пожалуйста, пишите в блокнот. Тренер, как правило, он ведет ваш календарь или список ваших достижений. Условно, вы там прошли эту дистанцию за такое-то время, выполнили такой-то норматив, есть у вас какой-то рост, это подготовка к соревнованиям. Вы в своем блокноте, ежедневнике отслеживаете свое эмоциональное состояние и добиваетесь того, чтобы ваша яркость жизни, то есть ваше восприятие жизни находилось в положительном моменте. И еще раз напоминаю, что мы сейчас в ноябре планируем свои состояния, и состояния планируем по 4 сферам, которые уделены лично вам. То есть в миссии «Здоровье и спорт» мы себе отвечаем на вопрос, зачем мы ходим на тренировки. С одной стороны, это для нас способ перезагрузиться, сбросить стресс, если у нас нет каких-то освоенных методов и инструментарий, избавиться от плохого настроения, чтобы не выбрасывать это все, не выплескивать на родных и близких. С другой стороны, это гормональная перестройка, когда после занятий физической нагрузкой вы чувствуете прилив сил, и вы переходите в состояние 4-8, и дай бог, чтобы это состояние, допустим, 8-10 длилось длительное время. Я в этом видео еще раз затрону тему состояния, то есть состояния, которые необходимо избегать, но вы должны понимать, состояние 0,4, когда вы переполнены эмоциональными качелями, это очень нормальное состояние, которое дает нам возможность набраться опыта. То есть мы интуитивно ищем, как мы будем адаптироваться к ситуации, которая происходит в нашей жизни. Это может быть проявление любви, проявление ненависти. То есть мы показываем этой жизни широту своего эмоционального состояния, что мы живые люди, мы это умеем переживать. По мере того, как в вашей жизни появляются цели, мы осознанно переходим в состояние 4-8, когда мы, испытывая эмоциональные переживания, все-таки предпочитаем действовать, идти к тем целям, которые нам нужны, нам нравятся. При этом мы будем испытывать, конечно же, эмоциональные качели, и если мы на графике попытаемся совместить, у нас получится следующая шкала. То есть мы, с одной стороны, действуем, с другой стороны, испытываем совместно или самостоятельно сильные эмоциональные переживания. Попробовав дневник и туда диагностировав наше состояние какими-то символами, текстами, рисунками, отмечая наше состояние, мы поймем, что причины, по которым мы раньше переживали, они не стоят этих переживаний, или это просто наши эмоции, захотелось нам так попереживали, сколько нам нужно, дальше двигаемся уже в жизненном пути без этих эмоциональных переживаний. То есть отказ от эмоциональных качелей должен быть таким осознанным. Эмоциональные качели, как правило, у тех, кто практикует колесо жизненного баланса, очень плавненько отходят на второй план, потому что мы это состояние уже понимаем с точки зрения теории. Мы понимаем, что мы, как живые люди, можем и погоревать, и порадоваться, но уже будем больше осознавать, что состояние 8-10, когда нас переполняют именно положительные эмоции, оно для нас является более приемлемым состоянием.
Следующее наше состояние в сфере творчества и духовного роста – это понимание того, что ваши духовные ценности никем не нарушаются, вы приобретаете какие-то новые знания, расширяете свой кругозор, понимаете, что вот эти вот тонкие переживания, нахождение на верном пути придают вам силы, помогают справляться с трудностями, которые вы испытываете. Ну, банально помогает справляться со стрессом. И здесь вот состояние 4-8 – это вы уже больше практикуете действия, и вот эти вот по мере того, как вы растете духовно, вот эти вот эмоциональные качели 0,4 в сфере духовного роста и творчества, они, в течение года, если вы будете вести дневник, вы заметите, что вот все реже и реже это состояние возникает. В состоянии личностного роста, состояние 0,4, вот это желание получать знания, искать инсайты, попытка структурировать информацию, постепенно в состоянии 4-8 приведет вас к привычке, что весь ваш предыдущий опыт, какой бы там насыщенный день или какая насыщенная неделя ни была, у вас все события раскладываются ровно, системненько, вот по вашим внутренним органайзерам. Так. Эмоции негативные пережили, почувствовали прилив сил, начинаете действовать. Начали действовать, посмотрели рационально на пережитое состояние, прояснили, какие навыки, полезные привычки появились у вас, являются ли это каким-то уникальным явлением, или все эти люди, которые вас окружают, испытывали такие же эмоции, и ничего страшного, не нужно переживать. Переживаем этот день, но не сильно впадаем в ситуацию бездействия. В состоянии 4-8, вот в сфере личностного роста, важно понимать, что отвечая себе на вопросы, а для этого дневник является очень таким большим помощником, как я могу применить что-то из полученного, увиденного, услышанного за сегодняшний день к своей собственной жизни, к профессиональной деятельности, к сфере личного пространства, вы заметите, что какие-то инсайты являются полезными, может какая-то задача разрешилась случайно или после прохождения обучения, вот это тот навык, который вы приобрели. В сфере личностного роста, мультитаскинг, это здесь есть маленький лайфхак. Когда вы задаете себе очень много вопросов или ставите много-много задач в сфере личностного роста, не ждите мгновенного ответа. Вот вы какую-то задачу поставили в январе следующего года или этого года, и вот в декабре вы понимаете, что эту задачу нужно решать каким-то другим путем, подход нужен с другой стороны, нужно еще больше экспертов привлечь, не решает эта задача в течение года, она решается, допустим, в течение 2 лет. И еще одно преимущество планирования в ноябре. Все задачи, которые вы запланировали в этом году, понимаете, что в декабре вы их не закончите, можно плавно перенести на следующий год. Ничего страшного не произойдет. Ваша задача в этом году, то, что вы запланировали, не успеваете закончить, органично закончить на каком-то логическом отрезке, как-то плавно отсечь этот период, что вы за этот год пробовали, планировали, но из того, что запланировано, у вас сделано 20-30%, это тоже замечательный результат. Вот так мы просвещаемся, набираемся каких-то новых знаний, плавно идем к наставничеству, потому что если вы проходите этап наставничества, вы понимаете, что ваш опыт ваших ошибок, ваших переживаний, он для кого-то будет очень важным, для того, чтобы они не шли таким болезненным путем, которым вы идете в состоянии 0,4, то есть это через переживание, через осознанный выбор трудностей, вы двигаетесь к цели, но вам эти внутренние преодоления очень важны, потому что тогда вы себя чувствуете героем. В состоянии 4-8 тоже можно себя чувствовать героем, с пониманием того, что вы все поставленные задачи решили за 30% отведенного времени, остальное время вы просто радуетесь жизни.
Завершаем тему мультизадачности на здоровье и спорте. В здоровье и спорте мультизадачность нужно держать на умеренном уровне. С одной стороны, для планирования в начале года нужно поставить одну задачу, потому что мы планируем для состояния 4-8, то есть есть одна задача, вокруг нее концентрируемся. Но если мы в дневнике замечательным образом заметили, что у нас есть состояние 8-10, то есть у вас избыток сил, энергии, эмоций, вы в переполненном состоянии, применяйте мультитаскинг, мультизадачность, все ваши задачи будут каким-то образом органически выполнены, но вот это вот мультитаскинг, оно очень применимо для состояния 8-10. То есть колесо жизненного баланса отвечает на вопрос использования мультитаскинга следующим образом. В состоянии 0,4 ставьте одну задачу, не прибегайте к мультитаскингу, потому что это ведет к истощению, потому что состояние 0,4 – это всегда нерациональное использование своих ресурсов, чужих ресурсов, своего времени, излишние эмоции, не более того. А в состоянии 8-10 мультитаскинг – это классная тема. Почему? Потому что при состоянии 8-10 задачи уже сегментированы, разобраны по коробочкам, разобраны на какие-то группы. Делаем уборку на кухне, в следующей комнате, в следующем помещении. Выполнили уборку в течение часа, остановились, все. Следующий период делаем уборку. Это я плавно перешел к уборке. Если мы говорим о новых навыках, приобрели один навык, пробуем следующий навык, возвращаемся к первому навыку, увеличиваем его результативность, до тех пор, пока это приносит большую радость. Состояние 4-8 – это золотая середина. Чувствуете силы сделать еще одну задачу. Делайте задачу, выполнили на 30%, плавно завершайте, перенесите на следующий период. Если чувствуете, что вам легче сосредоточиться на одной задаче в состоянии 4-8, сосредоточьтесь на одной задаче, соизмеряйте свое состояние в сфере яркости жизни, вам нравится эта задача, делайте это от состояния «это нужно делать», постоянно переходите «я это клево сделал» или «сделала», порадовал друзей, знакомых, тем, кто пишет видео. Пожалуйста, делайте ваши 100 видео, чтобы они были для вас качественные, и, как следствие, у вас появятся подписчики, новые единомышленники. Всем, кто посмотрел это видео, я еще раз вас призываю к тому, чтобы планировать свои достижения, свои очень хорошие события, которые нужны лично для вас на следующий год, и делайте это в ноябре. Если у вас какие-то есть незавершенные задачи, ничего страшного не произошло, плавно подводите их к какому-то логическому завершению, переносите незавершенные задачи на следующий год. Всем желаю прекрасного настроения, хорошего дня, у вас все получится, я в вас верю.